Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня Хвилина из Беларуси. И знаете, за последние года два, наверное, для меня это стал один из любимых, наверное, любимый все-таки бренд на постсоветском пространстве и, возможно, самый интересный в плане разнообразия и продуманности дизайна. Я бы даже сказал, концептуальности дизайна. У них, знаете, каждая модель это такой мастер-класс, как нужно развивать часовой бренд именно в плане подхода к дизайну и к проработке каждой модели. Создание истории, создание вот именно того, как вы будете представлять, что есть каждый элемент часов. Мне кажется, здесь равных у них сейчас и нет. И это удивительно, потому что бренд достаточно молодой. Ну что ж, сегодня особенная модель. Как видите, здесь есть вот такая вот указание на награду. И действительно, в 2023 году ребята, между прочим, получили в Соединенных Штатах на золотую награду на международном конкурсе дизайна Muse Design Awards. Именно коллекция, которая называется LMR Mechanical, то есть Ливерпуль и Манчестер. А что такое Ливерпуль и Манчестер? Это их обновленная коллекция механических наручных часов, которая вдохновлялась эпохой промышленной революции 18-19 веков. И за основу коллекции взято именно важное историческое событие 1830 года — открытие железной дороги Ливерпуль-Манчестер в Великобритании. Ну, отсюда и название линейки. И в новой серии представлены механические модели, и у них там аж целых 6 цветовых решений в стиле индастриал. И, к сожалению, ну или к радости Хвилины, эти модели в основном уже практически все проданы. Ну, по крайней мере, на момент записи ролика. И Хвилина, да, я уже несколько роликов показывал, это белорусский бренд, как уже сказал, создают они в основном лимитированные линейки наручных часов, каждая коллекция имеет свою легенду, определенную, да, историческое событие, искусство и социальные какие-то такие значимые моменты. Вы, конечно, можете сразу спросить, а почему Беларусь и почему Ливерпуль, Манчестер? Ну, давайте будем объективны, да, если вы хотите развиваться именно во всем мире, то в этом плане, конечно, достаточно интересно брать события в разных странах. Я думаю, что Хвилина, которая позиционирует себя именно бренд не только для постсоветского пространства, но и в целом для всего мира, как раз они делают как линейки, посвященные Беларуси, так и линейки, которые посвящены каким-то другим событиям. А почему бы, собственно, и нет? Я думаю, что это правильное направление, но, как всегда, время покажет. Ладно, хватит разговоров, и у нас здесь действительно лимитированная подарочная коробка. И, как вы видите, что это? Это заводной ключ, которым нужно будет подзаводить заводную головку. Я вам показывал такую же эту версию часов, но она была на кварце, и у нее не было открытого баланса. Здесь все по-другому. Здесь все по-другому. И здесь есть как раз система подзавода Хвилина и премиальный механизм Миоты. И вот такая интересная коробка, которая скорее нас отсылает куда-то в люксовые какие-то аксессуары. Итак, давайте смотреть, открывать. Это пока документы в сторону. И вот как оно выглядит. Прикольно. Черно-красное и интересно размещено. Часы, заводной ключик. Круто, круто. Я, знаете, сначала подумал, а что его нужно все время с собой носить, а потом вспоминаешь, что здесь часы с автоподзаводом, поэтому, в принципе, ключик в некоторой роде формальность, но такая очень приятная. Пока сюда положу. Ремешок у нас отдельно, две части. Ремешок мягкий, сверху он черного цвета, с внутренней стороны красного. Интересно. И приятная кожа, достаточно неплохой ремешок и тонкий, матовый, как раз в стилистике и в тон этого корпуса. Брендированная у нас застежка с зеркальной полировкой. И самое главное, конечно же, так, давайте немножко в сторонку отложу. Самое главное, конечно же, это часы. Так, здесь пленочку дайте сниму. Вот такая красотулечка.
И вот у нас заводная головка, куда надо применять ключики. Мне прям не терпится это сделать. Пошла жаришка. Пошел под завод, часы работают, но в принципе дальше он может уже от ротора заводиться. Можно, кстати, если что, в общем, можно по старинке, по колхозному и завести пальцами. Но вот эта фишка, конечно, это прикольная фишка. Здесь, кстати, указано Ливерпуль, Манчестер, железные дороги Railway и логотип Хвилины. Так, давайте, кстати, по поводу, сразу пройдемся по характеристикам. Значит, во-первых, теперь механизм в этих часах Miyota 9029, премиальный, 24 камня в нем. Вот этот вот специальный, конечно же, заводной ключ. Стекло сапфир, водозащита 50 метров, то есть можно руки мыть, под дождь попасть. Материал ремешка натуральная кожа и корпус здесь стальной. Лимитированная серия 200 штук каждой модели. Ну, давайте и по размерам пройдемся, раз уж мы с вами заговорили про характеристики часов. Если мы берем по широкой части, то это 39,4. От ушка до ушка нужно измерять вот здесь. Это 49,9. И высота, вот она, 10,3. 10,3. И давайте я уже, конечно же, соберу эту модель. Благо здесь есть система быстрой смены ремешка, поэтому это все делается за буквально 2 клика. Очень удобно, и можно подбирать разные ремешки. А вот такого плана часы, это, конечно же, всегда магнит для сменных ремешков, потому что вам, конечно же, захочется попробовать здесь все разное, может быть, даже какой-то и браслет. И я вижу здесь, в принципе, можно попробовать какой-нибудь миланский или межбраслет, но с другой стороны, контраст белый, да, здесь белый с серебристым, с черным. В базе, мне кажется, черный как раз самый лучший вариант. Может быть, еще стоит попробовать и красный. Как я уже говорил, предыдущую версию этой модели я вам показывал, ссылку оставлю в описании к ролику, но эта модель несколько обновилась. И здесь главное и даже не в том, какой здесь механизм поставили. Здесь немножко другой циферблат. Он выглядит совершенно по-другому, он выглядит более трехмерным, на мой взгляд, и несколько более проработанным, и, конечно же, намного лучше читаемым, потому что здесь читаемость уже на высоте, несмотря на то, что здесь имеется открытый баланс. Открытый баланс, с одной стороны, есть любители, есть хейтеры, это всегда так, но нужно понимать, что поскольку у нас часы посвящены железным дорогам, то в принципе, работающий механизм, который есть на часах, это окей. Плюс, как видите, здесь нет секундной стрелки, поэтому, опять же, открытый баланс, он показывает, что часы работают. Но в этом плане это тоже достаточно интересно сделано. И по-другому немножко выглядят вот эти обводы корпуса, поскольку у меня нет предыдущей версии прям под рукой, но это ощущается. Немножко стало все по-другому. Они стали, наверное, чуть более проработанными, чуть более сдержанными, но это, опять же, все те же часы, все та же идея, и она действительно сделана здорово. У них есть 6 моделей, которые различаются цветовыми решениями. Каждая модель называется по одному из видов поездов, которые курсировали на данной железной дороге. И на маятнике механизма каждой модели выполнена гравировка соответствующего ей поезда. Вот как здесь у меня. Я, конечно, потом покажу это все еще в макро. И по дизайну, конечно же, как всегда, много фишек. Ну вот посмотрите, да, вот эти боковые такие защитные стороны, это явно рельсы. Рельсы, которые как бы обрамляют корпус, и поезд должен проходить как раз сквозь корпус. Циферблат, конечно же, мы здесь видим тоже рельсы. И дизайн ключа, это у нас, опять же, такая индастриал эстетика, это эстетика 30-х годов, да, когда были вот эти все, многие, да, красивые индустриальные разные здания, мосты построены, это все тоже оттуда идет. И цветом выделяется отметка на 27-й минуте, как раз здесь вот она. Это отсылка к интересному историческому факту. Поезда на железной дороге Ливерпуль-Манчестер курсировали со скоростью 27 км в час. Ну и переработали дизайн задней крышки, прозрачная центральная часть и
здесь есть зубчатое такое кольцо, которая демонстрирует как раз-таки работу механизма. Ну, опять же, заднее кольцо сделано в индастриал стиле, плюс у нас есть такие вот винты, это тоже здорово. И модель лимитированная, у каждой модели есть свой личный номер, который выгравирован на задней крышке. Вообще задняя крышка сделана просто здорово, то есть она такая зубчатая, да, но она очень гладкая, здесь ничего не цепляется, здесь ничего не режет, но при этом очень такие, видно, что это резкие грани, здесь сделано все реально здорово. И очень приятно сделана гравировка, где написано сапфир, лимитка, сталь 316L, водозащита 50 метров и Miyota 9029. Ну, как видите, корпус полностью с зеркальной полировкой, и он хорошо гармонирует с достаточно сдержанным циферблатом, потому что циферблат матовый, но метки накладные, они достаточно небольшие, они матовые, так же как и стрелки, и при этом стрелки абсолютно разные, да, мы видим, что минутная стрелка такая тоже сделана как рельсы, а часовая стрелка, я бы сказал, сделана больше как какие-то такие железнодорожные коммуникации с тремя такими промежутками. И они сильно различаются, поэтому читаем здесь на высоте. Если мы посмотрим на логотип, то логотип здесь накладной, трехмерный, и он очень интересно вписан как раз в эти самые железные дороги. Циферблат лаконичный с одной стороны, с другой стороны здесь даже уместилась надпись «Ливерпуль» и «Манчестер». Я бы не сказал, что это Баухаус, это как раз вот именно такой индустриальный стиль, опять же, крайне-крайне сдержанный. Здесь очень много обыгрышей с 30-ми годами, я бы сказал, да, может быть, с 40-ми годами, но при этом, в принципе, вполне себе современный корпус. Но, опять же, я хочу вернуться к своему первому тезису. Здесь часы концептуальные. Корпус здесь абсолютно не похож ни на какой другой корпус, из которых можно посмотреть на рынке. Да, здесь все сделано по-другому. Вроде бы что-то есть от карманных часов, заводная головка у отметки 12, да. Вроде бы вот эта центральная часть такая прямоугольная, сглаженная, это тоже похоже на такие более поздние карманные часы. Но все вместе это именно дизайнерская модель, абсолютно дизайнерская модель. И это, конечно, добавляет интереса к таким часам. Ну, не зря они выиграли и приз, да, хотя год назад я вам уже говорил по предыдущей модели, что это реально очень крутая и необычная концепция. Ну, кстати говоря, мое запястье 18,5 в обхвате, и вот таким образом эта модель на них смотрится. Кстати, по размеру что-то похоже на Apple Watch, так что вполне себе часы универсальные. При желании можно использовать и на каждый день, потому что с читаемостью здесь проблем нет. Я думаю, что и под костюм такая модель вполне себе подойдет. Она невысокая. Да, ушки с одной стороны достаточно длинные, но вот этот промежуток между ушками и корпусом, он позволяет эти часы, в общем-то, носить даже на небольшое запястье, потому что ремешок сразу падает вниз, и, в принципе, у вас остается вот такой просто дизайнерский, я бы сказал, прямоугольник, который обрамлен рельсами. Ну, у меня запястье такое достаточно среднее, и, в принципе, модель на нем смотрится неплохо. На крупное запястье, я думаю, будет еще даже и лучше. И давайте, конечно же, посмотрим, что у нас дальше в комплекте, потому что вот эта вот большая такая папка, в которой есть буклет. Rocket — это название как раз поезда. Основные характеристики сразу можем посмотреть, пожалуйста. 42 часа, да, Miyota 9029. И информация коллекции, информация по истории. На самом деле, мне кажется, это прям здорово. То есть подошли с такой тщательностью. Не просто так вот, мы сделаем часы в честь вот этого. Ну, да и ладно. Нет, здесь все есть. ГОСТ. Часовая мануфактура Хвилина. Круто. Как пользоваться часами? Тоже здорово. Как устанавливать время? Гарантийный талон. Гарантийный ремонт русский и английский. Круто. Буклетик мне нравится. Что по весу? Товарищи?
По весу у нас получается 77,5 грамм. Ну, действительно, часы не тяжелые, подойдут на каждый день. Что у нас по макро? Ну, вот как раз на макро очень хорошо видны эти решения по рельсам и развилкам, которые есть на циферблате. Вот он, накладной логотип, накладные метки, которые также реализованы как такие небольшие кусочки рельс. И, как видите, циферблат, да, у нас круг вписан как раз в прямоугольник, серебристый цвет с солнечными лучами и центральная часть матовая. Ну и механизм, да, окошко с открытым балансом. Причем окошко аккуратно вырезано, да, так и с таким вот внутренним скосом. И приятная задняя крышка, кастомный ротор, да, с печатью. Симпатично отделан механизм. Посмотреть на самом деле приятно. И интересно реализована, конечно, та самая задняя крышка. Из, наверное, минусов в плане практичности, конечно, отмечу заводную головку, в том плане, что у вас, видите, чтобы ее выдвинуть, нужно ремешочек так отогнуть и потом уже ногтями вытащить заводную головку, чтобы подвести время. Но в этом плане дизайн, конечно, требует некоторых определенных, ну, хотя и небольших жертв. Ну и что хотел сказать по итогу. Ну, конечно же, в плане качества отделки механизма и комплектующих, да, здесь сапфир, корпус, здесь все на высочайшем уровне. То есть по железу здесь все здорово. Конечно, Хвилина в очередной раз разрывает, получает награды и показывает, как действительно нужно заниматься дизайном часов и концепцией часов. Я, конечно же, с воодушевлением жду их дальнейших моделей, дальнейшего развития. И как показывают вот последние 2-3 года, да, что я вам показываю модели от Хвилины, конечно, каждая модель проработана максимально тщательно, везде есть определенная концепция, концепция реализована. И при этом часы стоят очень и очень доступно. Это не какие-то там, знаете ли, ну, вы знаете, про кого можно сказать. А у Хвилины это все очень-очень недорого, при том, что ребята уже гремят, уже понемногу гремят и за рубежом. Это здорово. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.